Привет, друзья! С вами снова Кирилл Кравцов. Долго не было меня в эфире, очень много было концертов, совершенно не было времени записывать. Теперь вот таким вот просто походным вариантом, потому что сейчас опять идет турне с моим «Расстреливать Чело квартет». Мы в Бремени, в Глоке. У меня есть полчаса, чтобы записать это видео перед концертом. Поговорим о смычках. Меня часто спрашивают ученики, друзья, коллеги, как выбрать смычок, что я посоветую. Ну, однозначно я хочу сказать, что сегодня надо покупать смычки немецких мастеров современных. Не покупайте старые смычки. Не покупайте старые смычки просто по одной простой причине, что если виолончель старая, то это хорошо, а если смычок старый, то это совсем никуда не годится, потому что он просто уже убитый. Конечно, есть какие-то безумные там за 60 тысяч евро неигранные пикаты, лами, которые у кого-то лежали, но это не для нас, да, мы работаем этими агрегатами, и мы их постоянно играем, и нам не нужны музейные вещи в руках, надо играть, работать. Поэтому берите современный немецкий, на худой конец французский, потому что они подороже, или английские смычки современные, и вообще ни о чем не думайте, только не берите, вот вам будут предлагать какие-то мастера, какие-то смычки, каких-то выдающихся мастеров, которые на самом деле уже давно убитые просто куски дерева, которые не пружинят, не звучат, и ими невозможно ничего играть вообще. Вот мой совет такой. Теперь, что касается ценовой категории. Нормальный смычок можно приобрести между 1000 евро и 3000. Дальше, конечно, опционально, можно там из золота и все что угодно делать. У меня, например, вот Кристиан Лайт сделал мне смычок с моей сигнатуры, ну, там дружеская цена была, он совсем недорогой для меня, значит, он стоит 2000, ну, там, я, поскольку, так сказать, в друзьях, у нас немножко другие цены. Вот великолепный смычок, я им пользуюсь на всех концертах. Еще у меня есть Михаил Мёнинг, тоже немецкий, тоже где-то в районе 2500 евро. Есть прекрасный выбор среди немецких мастеров Майк Нордкирхена, можно приехать туда, там в каждой деревне мастер живет, можно выбрать там смычки. Можно заказать в интернете. Они все, как правило, очень хорошего качества. Они делают очень добротно, из хорошего дерева. Все замечательно. Теперь, что касается карбона. Вот очень важный момент. Я считаю, что если у вас нет денег, там, 1000 евро для покупки смычка, покупайте дешевый карбон за 250 до 200 евро, и вы получите примерно такого же качества смычок, как деревянный, который вы будете покупать за 900, там, за 800 евро. Карбон нынче делают очень хорошо, они отлично сбалансированы, прекрасный вес. Они, конечно, может, не обладают таким удивительным, там, красивым тембром, но очень хороший, добротный, качественный смычок к вашим услугам всегда присутствует. Особенно, если вы играете в оркестре постоянно, там, 4-5 часов репетиции, ну, жалко хороший смычок, да, в принципе, там, ну, не так важно, если вы не соло, не первый виолончелист, не концертмейстер группы, а в туте. Карбон дает очень хороший качественный звук, и главное, что ему ничего не делается, вы не спиливаете дерево, потому что, в принципе, смычки, ну вот если играть сколько я играю, то надо раз в 5 лет уже новый смычок покупать. Просто очень много, быстро трость устает, и он разбалтывается, и уже не тот звук дает. Ну вот такие вот примерно советы я могу вам дать по поводу, значит, приобретения смычка. И главное, тут нет как бы четкого разграничения, что вам конкретно нужно. Нам нужно пробовать, искать, который звук вам подходит, что вам больше нравится. Для разной музыки можно использовать разные смычки. У меня, например, есть старый Вуарон француз. Удачно я его очень купил в начале 90-х, по тем временам за бешеные деньги, но он очень хороший, качественный, но я могу играть только на запись пластинки и только барочную музыку. Он очень легкий, с очень красивым тембром, но у него нет такой вот, когда нужно с оркестром что-то сыграть или в квартете в нашем, как с мощную программу, там, как Битлз, когда требуется рок-звук. Вот. И два других смычка у меня такие, они плотные, мощные, немецкими, которые можно играть и с оркестром, и камерную музыку, все что угодно. Но на запись я играю все на нем. То есть, в принципе, у вас должно быть, по идее, 4-5 смычков. Один для репетиции, как у меня карбон,
2 концертных и 1 для записи. Ну вот это вот как бы идеальная комбинация. Если у вас есть больше, так вообще вы можете почувствовать, что, например, французская музыка играется еще лучше на вот этом смычке, а немецкая вот на вот этом, а русская вообще на вот этом. То есть искать здесь нужно в первую очередь смотрите, чтобы звучало, чтобы красивый тембр у смычка, потому что умные люди говорят, что виолончель даже не так важна, сколько смычок. И вот это правда. Иногда берешь инструмент, даже так себе, и меняешь смычки, и он начинает лучше. Ну что ж, удачи вам во всем. Мы будем продолжать наши уроки и консультации по поводу разных виолончельных дел. Ну, видимо, пока вот в ближайшем месяце такого походного формата. Всего доброго. Спасибо. С вами был Кирилл Кравцов.